Здравствуйте, меня зовут Марина и добро пожаловать на мой канал по вязанию и рукоделию. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые интересные мастер-классы, которые выходят каждую неделю. Сегодня предлагаю вместе со мной связать сервировочную салфетку из джута. На моем канале уже есть видео круглой салфетки с таким же узором. Ссылку я оставлю в описании к видео. Сегодня мы будем вязать сервировочную салфетку прямоугольной формы, и последовательность провязывания узора несколько иная. У меня джут 2 мм, вязать буду в одну нить крючком 4,5 мм. Начинаем вязание, провязываем первую петлю, подтягиваем и провязываем первую воздушную петлю. Выводим нить на расстояние примерно 1 сантиметр, делаем накид, 2 накид, 3 накид, 4. Придерживаем пальчиком между рабочей нитью и пышным столбиком и закрываем все петельки. Теперь вводим крючок и соединяем. У нас получился первый пышный столбик. Далее делаем воздушную петлю, снова выводим нить и крючок вводим не в воздушную петлю, а вот сюда. Провязываем 2, 3, 4. Придерживаем пальчиком и закрываем. Далее точно таким же образом провязываем на расстояние примерно 45 сантиметров. И у нас должно получиться четное количество столбиков. Сейчас я провяжу и скажу, какое количество получается у меня. Я провязала, у меня получилась косичка из 20 пышных столбиков, и вышло это ровно 45 сантиметров. Итак, продолжаем далее. 20 пышный столбик у нас получается столбиком подъема. Далее мы делаем следующим образом. Провязываем воздушную петлю, то есть сначала мы повторяем 2, 3, 4. Далее мы не объединяем эти столбики, делаем накид и крючок вводим вот сюда. Не в первое колечко от пышного столбика, а во второе. Точно так же выводим 2, 3, 4. Делаем накид и еще 1, 2, 3, 4. Таким образом на крючке у нас получается 3 пышных столбика. И все 3 нам нужно объединить. Держим пальчиком рабочую нить, проводим между всеми рядами, аккуратно, чтобы нигде у нас не выскочило. Подтягиваем, вводим крючок и провязываем. Объединяем все 3 столбика. И так у нас получается формирование второго ряда. Далее повторяем. Делаем воздушную петлю, вытягиваем 2, 3, 4. Накид, затем сюда 1, 2, 3, 4. Второй пышный столбик и третий пышный столбик. 1, 2, 3, 4. Теперь все их вместе объединяем. И закрываем. Так.
Вот так получается. И так продолжаем до конца ряда. Сначала мы формируем 3 пышных столбика, затем их объединяем и продолжаем дальше. Я довязала до конца второго ряда. Мне остается сделать 3 пышных столбика. Так, 3, 4. Раз, два, 3, 4. И третий пышный столбик я делаю не вот в это колечко, которое самое первое от первого пышного столбика, а в первое, скажем так, в первую воздушную петлю. Вот. Так, раз, два. Можно немножко освободить, чтобы нам удобно было вводить крючок. Так, у нас 2, теперь 3 и 4. Так, есть. Теперь вместе их закрываем. Начинаем подъем третьего ряда. Провязываем воздушную петлю. Выводим нить. Раз, два, 3, 4. И этот пышный столбик мы закрываем. Это у нас получается столбик подъема. И далее продолжаем. Пышный столбик сюда, сюда и сюда. Воздушная петля. 2, 3, 4. Накид. Раз, два, 3, 4. Далее раз, два, 3, 4. 3 пышных столбика закрываем вместе. Делаю сразу воздушную петлю. И так далее продолжаем. Сюда, сюда, сюда. И таким образом провязываем до конца ряда. Завершаем третий ряд. Остается провязать 3 пышных столбика. 3, 4. Раз, два, 3, 4. И сюда. Раз, два, 3, 4. Вывожу и закрываю. Поворачиваю вязание. Делаю первый пышный столбик подъема. 2, 3, 4. Закрываю его. И далее продолжаю. Пышный столбик сюда, сюда, сюда и объединяю. И таким образом повторяем узор до желаемой высоты. У меня получилось 35, а в ширину получилось 50. Поэтому вначале можно набирать не 20 пышных столбиков, а 18. Оставляем так. Будет, значит, салфетка у меня 35 на 50. И что делаем дальше? Вот получились вот такие края. В принципе, можно оставить и так. Она смотрится очень хорошо и аккуратно. Но мне хочется ее обвязать. И обвязку буду делать следующим образом. Делаю воздушную петлю, вытягиваю, накид, 2, 3, 4. Теперь пальчиком не держу, просто соединяю пышный столбик и сразу же ввожу крючок в серединку цветочка. Подхватываю рабочую нить и формирую петельку.
Далее делаю воздушную петлю и повторяю, вытягиваю накид в серединку цветочка, 2, 3, 4, соединяю, сразу же в серединку следующего цветочка вывожу рабочую нить, делаю воздушную петлю и продолжаю далее. 2, 3, 4, соединяю в серединку следующего цветочка, подхватываю рабочую нить, вывожу, делаю воздушную петлю. И таким образом продолжаю по всему периметру салфетки, пока не дойду до начала нашей обвязки. Такая обвязка придаст завершенность нашей салфетке. Довязала я салфетку. Вот такая она получилась. Мне кажется, с краем обвязанным смотрится она, конечно, гораздо лучше. Вот у меня есть тарелка. Она в диаметре 27 сантиметров и отлично становится. Сюда можно еще положить столовые приборы, бокал вина поставить или кружечку чая. И пока довязывала, захотелось мне очень шарлотки. И покажу семейный рецепт шарлотки, которую мы готовим. Я уже нарезала яблочки, у меня было 4 яблока. Здесь я уже смешала 5 яиц, 200 грамм сахара, все это взбила и потом добавила 200 грамм муки. Все просто, без соды, без каких-либо дополнительных ингредиентов. И сейчас эту смесь я залью яблочки и в духовку на 40 минут и буду выпекать при 180 градусах. Я залила тестом яблочки и дополнительно еще перемешаю, чтобы тесто равномерно распределилось по форме.